Доброе утро, ребята! У меня сегодня прекрасное настроение, потому что мы сегодня едем в Сан-Диего. Это очень долгожданная поездка. В силу нашей занятости у нас не было возможности выделить даже 2-3 дня свободных, чтобы мы могли куда-то вырваться. И сейчас Женя убежал по каким-то срочным делам, а мне в это время нужно было собрать чемоданы, собственно, то, что я уже сделала, и найти отель. Я буду сейчас этим заниматься. В Сан-Диего мы еще ни разу не были, но нам все очень рекомендовали. Говорят, это прекрасный город для отдыха. Здесь мои вещи только, и все время Женя меня просит, чтобы я брала поменьше вещей в дорогу, так как, говорит, на отдыхе они практически не нужны, чтобы всего было по минимуму, но минимум у нас, Женя, очень разный. Кстати, напишите мне в комментариях, как вы собираетесь, берете ли вы много вещей, либо нет, потому что мне все время кажется, когда я куда-то собираю какое-то путешествие, мне всегда кажется, что мне там нужно будет все. И, наверное, в большинстве случаев я половину вещей не пользуюсь, но зато моя душа спокойная, что если вдруг мне захочется надеть это платье, либо использовать там эту плойку, то что она у меня есть. Сейчас, ребят, буду искать нам отель в Сан-Диего. Обычно мы с Женей это делали вместе, но так как у него, я вам сказала, появились какие-то срочные дела, мне нужно делать сегодня это одной. Кстати, ребят, для того, чтобы неплохо так сэкономить, я вам советую использовать сервис кэшбэка в Copycode.ru. Это самый первый надежный сервис кэшбэка в России, который позволяет вернуть значительную часть денег от ваших интернет-покупок. Там есть просто множество разных и магазинов, и услуг, такие как AliExpress, Nike, тот же Booking.com, который я буду сейчас использовать. Когда вы там совершаете покупку, вы получаете обратно реальные деньги, которые вы потом сможете использовать для другой покупки. Как только у вас там накопится 500 рублей, вы сможете это вывести любым удобным для вас способом и потом их потратить. Обычно мы ищем отели через Booking.com. Выбор отелей, он огромен просто. Я, наверное, буду сейчас смотреть по отзывам, чтобы выбрать более-менее нормальный. Не думаю, что мы там будем с Женей много времени проводить, поэтому слишком зацикливаться на поиске отеля я не буду. Воздух классный. Ты ощущаешь, что, да? Пахнет морем. Мне кажется, у нас так океан не пахнет. Вроде бы недалеко от Лос-Анджелеса, а все равно чувствуешь разницу. Все равно не так, как у нас. Что сам пляж, что цвет воды, что запах. Пеликанчики. Эти морские котики, они такое ощущение, что везде. Причем, я так поняла, они привыкли к людям и абсолютно нормально реагируют на людей. Вернее, они никак на них не реагируют. Первым делом мы остановились недалеко от какого-то пляжа. Здесь красивые виды, смотровые площадки, и там было много морских котиков. Идем в какую-то пещеру. В общем, какое-то одно из туристических мест. Посмотрим, что тут интересного. Здесь можно сделать фотографию в вот этом проеме. Дело в том, что там нужно разбываться и в воду идти, поэтому я думаю, мы туда не полезем. Я осталась под большим впечатлением после морских котиков. Мне настолько нравятся эти животные, значит, такие милые. Их было так много, и все они так близко в дикой природе. У нас есть несколько часов до отеля. Мы должны в отель заселиться в 4 часа, а пока мы с Женей найдем какой-то ресторанчик, кафешку, где-то покушать. И потом поедем в отель и будем уже думать дальше, где мы будем еще гулять. Приехали в ресторанчик, который мне посоветовала визажист, с которой я работаю все время. Она была в Сан-Диего, и она осталась в восторге от этого кафе. В этом кафе есть разная еда, но оно специализируется именно по десертам, потому что это такая особенность этого кафе. Здесь огромный выбор десертов, и они очень красивые и вкусные. Прям с лепестками роз. Выглядят шикарно. Сейчас у меня есть немножко свободного времени, я пока релаксую, просто сижу с ноутбуком. Хочу такой сделать небольшой онлайн-шоппинг. У меня есть несколько вещей, которые мне нужно заказать. Я хотела себе новую спортивную обувь заказать. Я, кстати, люблю в последнее время делать покупки онлайн. Хотя раньше я не понимала вообще, как можно заказать что-то через интернет-магазин, как можно что-то купить, не примеряв это. Но сейчас я уже привыкла, и мне, наоборот, даже нравится.
И тут я смогу снова сэкономить, воспользовавшись Copycode.ru. Это очень удобный и выгодный сервис, покажу вам, как это работает. Нужно зарегистрироваться на сайте Copycode.ru, переходите в нужный вам магазин, совершаете покупку, и вскоре часть денег вернется обратно на ваш счет. Также у них есть расширение для браузера. Если вы, допустим, зашли в магазин без кэшбэка, он вам автоматически сообщит об этом. Использование этого сервиса – это отличный способ сэкономить при покупках онлайн. Внизу в описании под видео я оставлю ссылку на этот сервис с бонусом за регистрацию в размере 100 рублей. Приехали в номер, мы тут же вырубились, просто мы уснули на несколько часов и только недавно проснулись. Сейчас вышли в зону возле отеля с бассейном и джакузи. Как раз уже солнышко почти село, и здесь никого нет, так тихо, спокойно, слышно только чаек. Мы только что гуляли, видно океан, на эти кораблики. Слышны звуки этих морских котиков, либо тюленей, они такие специфические звуки издают. Потом мы поужинали при нашей гостинице и вот пришли сюда. Просто ни одного человека нету бассейна, и полностью вот эта вот зона с бассейном и джакузи в нашем распоряжении. Романтичная обстановка. Тут вода такая горячая, снаружи прохладно, мне так нравится. Женя в бассейне сидит, но для меня бассейн слишком холодный сейчас. Как ты там, Жень? Не замерз? Мы, кстати, решили, что этот отдых у нас будет пассивный. Мы не будем много бегать по каким-то туристическим местам, по экскурсиям. Мы будем просто как тюлени лежать, кушать, на солнышке греться и все. Наш второй день в Сан-Диего. Мы только что с Женей позавтракали в каком-то месте, такое типично американское, с вафлями и сэндвичами. Сейчас мы уже едем в SeaWorld. Вроде бы там должно быть прикольно. Я смотрела фотографии на их веб-сайте, как это все выглядит. И оставшуюся часть дня мы планируем провести на пляже. Мне кажется, я простыла. Почему-то я здесь все время мерзну. Вечером здесь прохладненько. А еще кондиционеры в этих кафе и в гостинице. Я засыпаю, потому что Женя меня даже на отдыхе разбудила в 8 утра. Нигде не даст поспать. Мы уже на месте. Кстати, Женя посмотрел на сайте у них, что если ты покупаешь билет онлайн, это будет стоить на $20 дешевле. Поэтому знайте, если вы хотите попасть в SeaWorld, лучше покупать билеты онлайн. Видите, здесь можно потрогать эту рыбку. Так приятно. Причем мне, наверное, нравится массаж. Красиво. Ой, вот это классно. Ой, какая ты хорошая. Направляемся на вот эту вот высокую штуку. Женя у нас боится высоты. Поработай над своим страхом. Помнишь? Ну как мы катались в Six Flags, нормально было. Зато я помню, как в аквапарк пошли, когда я боялась в трубу залезть. Поехали. Так грациозно. Да, он очень грациозный. Смотри, еще один. Смотрите, какой я красивый. Ты что он лапками делает? Как перебирает их. Идем на какую-то горку, там было указано, что вы будете мокрыми после этого, поэтому сейчас я буду, скорее всего, камеру складывать с телефоном. Не радует меня перспектива сейчас, конечно, намокнуть, но горка выглядит неплохо. Довольно-таки прохладно на улице, на солнце хоть и тепло, но вот в теньках куда-то зайдешь, ветер такой достаточно холодный. Надеюсь, оно того стоит. Мы вот смотрим на людей, отсюда все такие мокрые выходят. Женю это не смущает, а я терпеть не могу, кто мокрое ходит. Особенно, когда холодно, все ужас. Будет жарко, сейчас только 10 утра. Мне повезло, что я пересела с того сиденья. Хотя это еще не конец. Сомнительное удовольствие намокнуть.
представление дельфинов. И это настолько удивительные животные, я вообще не представляю, как они их дрессируют. Это настолько умные животные. Вообще они такие трюки делают. That's ridiculous. You're both too much. You do it. Dennis Rodman saved his life! Okay, got it. What he said? He said, I don't know. Off like a bolt of lightning, ladies and gentlemen. Whoa. Nice, my friend. Fantastic. Jump in the water, grab the pumpkin, and let's go. We're back on track, everybody. Бывают разные. Одни там на морозе были, а вот этот стоит на солнце, греется. У нас сейчас полет на Антарктику. Будем белых медведей смотреть. Я впервые так близко вижу китов. Они здесь все сделали так, как будто мы куда-то приехали на север, типа окошко такое. И, кстати, ребят, здесь реально холодно, как на севере. Блин, он огромный. Ну, это примерно как морской котик, только чуть побольше. Это был морж, это просто огромное существо. Я вообще не представляю, как они его сюда привезли. Можно тут фильм снимать, настолько интересные и реалистичные декорации. Просто у меня слов нет, но меня вызывает дикий восторг, что дельфины, что киты. С полуоткрытым ртом смотрела на них. В общем, мы с шоу уже закончили, выпьем кофе и пойдем уже по горкам. Тут еще также есть много разных аттракционов. Только что катались на аттракционе из разряда детских, типа цепочки и всякое такое, но было круто. Можно таком. Сейчас идем на более экстремальный. Нам же они так горки понравились, что мы несколько раз прокатились. Сейчас мы стоим в очереди, по-моему, уже на последний аттракцион. Skyride, такая подвесная дорога, и там должны быть очень красивые виды. Даунтаун Сан-Диего, то есть это основной город. Мы сейчас в Сан-Диего, в том районе, где новостройки, новые дома, и сейчас мы ждем наш троллейбус и поедем в старый город. Это называется, конечно, галопом по Европам, быстренько все посмотреть, хотя бы иметь примерное представление о городе, что тут где находится, какие районы. Кажется, вот наш троллейбус приехал. Старый город, я, кстати, его себе представляла даже не настолько старым. Реально это выглядит как какая-то деревушка. Слушай, скажи, ну как декорация выглядит? Мне она сейчас напоминает, как в этом Universal Studio. Это реальные дома, они сохранены специально. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read. Cuando en la vida se sufre una herida, siente un dolor por la traición. Да, о чем я думала? Это ж кактус. Прикольная фотография. Какие раньше рестораны были, да? Угу, это классно. Заметила, у них вот эти бочки везде. Угу.
Мы сейчас собираемся поужинать в этом ресторане. Это исторический ресторан, и Женя пробил поелку. Он в рейтинге самый первый здесь, поэтому должно быть здесь неплохо. Но, скорее всего, там будут в основном такосы. Реально как будто в Мексике где-то. Это есть мексиканский ресторан, буррито, такосы, маргарита. Нам только что принесли еду. Я так понимаю, только с гриля достали. Порции огромные, как обычно. Вообще, я еще еду, конечно, не пробовала, но мне очень нравится атмосфера этого ресторана. Здесь живая музыка на испанском языке. Сегодня третий день уже в Сан-Диего, и сегодня мы собираемся провести день на пляже на острове Коронадо. В Сан-Диего очень много маленьких таких островков, на которых размещены гостиницы, пляжи, различные туристические места. Вон через окно можно увидеть этот остров. И мост, кстати, по которому мы едем. Он заокругляется там вдали. Вот, как мы видим, основной город, даунтаун отсюда видно. Этому отелю 131 год. Этот отель абсолютно деревянный. Это и одна из самых больших построек из дерева в Штатах. Были на пляже Коронадо. Нам сказали, что этот пляж входит в список самых лучших пляжей вообще Америки. На самом деле, когда я увидела этот пляж, ничего особенного в нем такого нету. Ну, пляж как пляж. Я видела много разных пляжей. Это не прям уж чем-то отличался, но на самом деле он очень комфортный в плане... Во-первых, мне нравится здесь людей немного. Здесь очень большая такая широкая полоса песка, то есть очень много места, волны небольшие, и больше всего, что мне понравилось, это песок. Он очень чистый, белый, и при этом он настолько мягкий, то есть так много насыпи этого песка, что как бы я не лежала, я вообще лежала без подстилки, на самом деле просто легла на сам песок, было очень комфортно. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear